Была недавно на записи одного подкаста, где люди обсуждали свои плохие чувства в связи с событиями и какие они сейчас, и меняются ли они. Я с их подачи тоже об этом задумалась и подумала, что я сейчас не готова к такой, скажем, интимности обсуждения этого вопроса, по крайней мере, публично. Не потому, что я боюсь своих эмоций на эту тему, а просто потому, что уже, наверное, исчерпан отчасти вот этот вот лимит переживаний. Я даже подумала, что проще потреблять информацию на эту тему в виде каких-то инфосводок с цифрами, нежели чем в виде персональных разговоров каких-то. Наверное, поначалу более доверительная интонация какая-то была важнее и воспринималась острее, но спустя какое-то количество месяцев стало казаться, что уже все проговорено и не хотелось заниматься просто самоповторением. Потому что люди воспроизводили примерно один и тот же нарратив, один и тот же спектр переживаний, и я тоже вместе с ними. И постепенно это, видимо, как-то за пределы фокуса внимания выдавливалось. Это было удивительно для меня. Наверное, самое сложное вначале было принять факт вот этой диссоциации и неуместности нормальной жизни в Москве. И он как-то очень бил каждый раз. Я даже старалась в первое время не выходить на улицу и не встречаться с людьми. Какая-то такая странная чувствительность возникла вот в этой точке, а потом был такой провал как будто. Но я бы не сказала, что это привычка, вот как говорят, мы привыкли к войне. Возможно, это можно так назвать, но в моем словаре это слово не очень уместно. Наверное, это просто психика научалась какое-то время жить заново. Жить заново пришлось всем, и тем, кто уехал, потому что они оказались в другой среде, и тем, кто остался здесь. Наверное, люди перефокусировались. Вот у меня было такое, что на какое-то время события и новости ушли на второй план, это правда. И этот год меня заставил заняться в большей степени собой, чем все предыдущие. Не просто по поводу работы, а вообще глобально, прям очень глобально. С кем я хочу жить, почему, чем я хочу заниматься и так далее. И этот процесс все еще идет. Самой большой потерей была потеря какого-то здравого смысла. Понимание того, что Россия не собирается идти по какому-то пути, связанному с рациональностью, с логикой, прагматикой, может быть, даже. Мы как будто бы идеологически в каком-то жутком барокко находимся, где все в изобилии и все настолько не структурировано. И на самом деле большой потерей и приобретением было осознание того, что очень многое делается просто из страха. Мне кажется, очень сильно кажется, что сейчас главная эмоция — это страх. Страх не стать чужим. Страх как бы получше стать своим. Вот это жутко. Или там страх уехать или не уехать. И вот все сковано вот этой эмоцией, очень нехорошей на самом деле. Потому что ничто нельзя делать из страха. Не уезжать, не оставаться, ни вообще. И еще одним приобретением было на самом деле обретение очень большой внутренней силы, мне кажется. Это пафосно звучит, но это про осознание того, что если ты можешь не все, то очень многое, по крайней мере. И целостность в каком-то смысле еще наступила. Вообще эмоции вышли как-то в фокус внимания в этом году. Просто все так много друг друга спрашивали, как ты себя чувствуешь, и это было по-другому, не как при ковиде, потому что там просто пытались понять, ты вообще как-то запах улавливаешь или нет, температуры нет, физиология, в общем. А тут все вдруг начали говорить о своем ментальном здоровье, интересоваться им у других людей, и ты волей-неволей после сотого вопроса действительно начинаешь понимать, как ты себя реально сейчас чувствуешь. В этом году еще я поняла, что я все-таки оптимист. Наверное, это так можно назвать таким простым словом. Сейчас сложно очертить границу конкретного пролегания моего оптимизма и как далеко я захожу в своем оптимизме, но оно как-то так. У меня просто еще на фоне всего этого произошло очень много всяких штук и со здоровьем, и с личной жизнью, с расставанием, со сменой нескольких работ и с приобретением учеников. Я начала преподавать. Все как-то с ног на голову встало, но и в хорошем смысле тоже.
Может быть, отсюда мой такой оптимизм берет начало. Но он такой, знаешь, в личной перспективе это оптимизм, но все, что за пределами этого горизонта, я плохо вижу, не понимаю и плохо разбираю на самом деле. Про расставание это вообще такая интересная история. Впервые со мной такое случилось. Я вдруг поняла, что есть вещи, которые нельзя поправить. Они, ну, просто такая данность. И если у меня нет возможности принять ситуацию целиком, то надо уйти. И это был такой очень странный разрыв, потому что, проснувшись утром и приготовив завтрак, я еще не знала, что я сегодня съеду, буквально через 15 минут. Это, конечно, прикол. У меня случилось такое озарение вдруг, внезапное, сиюминутное, что оказалось, что можно вообще ничего не терпеть в этой жизни. И это было таким большим облегчением. Меня очень любили, но в основном как друга. И любовь была очень крепкой и надежной, но меня она перестала устраивать через какое-то время. Несмотря на то, что это были счастливые отношения, я поняла, что вот эта деталь, она мешает, и можно просто признаться себе в этом и уйти. И я думаю, что если я и буду уезжать из России, то, наверное, это будет примерно так. Я просто сейчас не понимаю, что я что-то терплю, у меня сейчас нет этого осознания, но если вдруг я пойму, что вот оно, вот это я уже не могу пережить, то да. Но я не знаю, что это может быть. Вообще, это не самостоятельность такая, она, конечно, особенно сильно подсвечивает все происходящее. То есть я понимаю, что перевозить себя буду я сама, и чтобы себя перевозить, надо заняться этим уже сейчас, пожалуй. А я не хочу. Ну и все тогда. Вообще очень много пришло через осознание, чего ты не хочешь. И этих вещей оказалось довольно немало. Я даже поняла, что я не хочу жрать так много, как раньше. Больше внимания к таким вещам. Ну просто если сейчас даже в такой ситуации ты будешь наступать себе на горло, то это совсем странно. Вот люди, особенно в культурной среде, привыкли шеймить друг друга за то, что они продолжают жить и тусоваться. Я, наверное, человек, который впитал в себя какое-то, не знаю, благочестие такого советского образца, замешанное на скромности. И мне кажется, что тусоваться можно, но не обязательно это все демонстрировать. Я за получение удовольствия от жизни в непубличном формате, скажем. Не знаю, можно ли сказать, что это лицемерие, но мне кажется, что это сейчас как-то более уместно ввиду сложившейся ситуации. И самореализация очень радует. Я, может, поэтому себя сейчас лучше чувствую, потому что работаю с подростками. От них я очень много получаю энергии, и я понимаю, конечно, что я косвенно служу для них, прости господи, позитивным примером. И я стараюсь с ними немножко делать такой шифт, каждый раз переключаю их вот с такого настроения типа посидеть, попечалиться на какое-то другое, более конструктивное. Не то чтобы хоп, хей, ла-ла-лей, давайте улыбочки все, я не вижу ваши руки. Это не так все происходит, конечно. Но можно всегда пример какой-то привести. Начали приходить книги какие-то очень важные, много мемуаров, каких-то исторических очерков на тему. И вот в них можно найти много примеров жизнестойкости. Какой-то невероятной жизнестойкости. Мой образ счастливого будущего — это такое будущее, где все друг от друга немножечко отъебались. Вот уже устали, например, или уже не хотят, не желают выдвигать какие-то требования. В этом счастливом будущем люди скреплены каким-то благоразумным базовым общественным договором, основанным на ненасилии, конечно же. А дальше уже каждому по желаниям, по возможностям, по любви. Я не знаю, реально это или нет, и это не важно, мы же мечтаем не о каких-то реалистичных вещах, о чем угодно можно мечтать. Это меня наталкивает на идею того, что быть безопасным для другого — это вообще классная бесплатная возможность. Это золото, которое в нас и которое мы не ценим. Просто нормально реагировать на других людей. Это же не очень сложно на самом деле. Дарить, если не любовь, то хотя бы нейтральные отношения. Это важно. Может быть, в России такое никогда не будет возможно. Когда у нас есть вот эта
нехорошее слово, но какая-то есть психическая ущербность в том, что сейчас происходит, и у людей есть какой-то изъян, что они вот так вот сублимируют в этих военных действиях все то, чего им недостает. Какой-то энергии им недостает, наверное, в обычной жизни, и им недоступны какие-то более простые радости. Я, кстати, сегодня смотрела интересную лекцию про то, что у мужчины чувство мести связано с наградой намного сильнее, чем у женщин. Там, по крайней мере, были приведены такие статистические данные, чему, по-моему, противоречат сейчас события, потому что, насколько мне известно, многие женщины тоже очень активно выступают за происходящее. Но чисто вот психобиологически такие реакции мужской мозг выдает намного чаще и системнее, чем женский. И это удивительно. И это простая система общения, как будто бы за более лучшую жизнь другим людям. За то, что кто-то когда-то сделал или не сделал, или должен был. Какое-то торжество непонятно чего над чем. И вот невозможность справиться с этой агрессией, вот это, конечно, очень сильно настораживает. Может быть, если у нас люди действительно будут обласканы в какой-то момент и добрым словом, и нормальным отношением, то станет как-то лучше. Я на это надеюсь.